Беспризорная собака жалобно выла, плакала и звала на помощь. Только посмотрите, кто ее спас. На окраине большого портового города, там, где асфальт заканчивался и начинались заброшенные промышленные зоны, жила бездомная немецкая овчарка по имени Альма. Ее окружал суровый мир, скрип ржавых ворот, гул грузовиков, резкий запах топлива, соленый ветер с воды и ледяной бетон под лапами. Она обитала здесь так долго, что уже не помнила, каково это — доверять людям. Если когда-то у нее и был дом, то он давно растворился в памяти, оставив лишь осторожность и настороженный взгляд, которые помогали выживать день за днем. Единственным существом, ради которого она продолжала вставать каждое утро, был ее щенок Бруно. Он родился в тени старого ржавого контейнера прошлой осенью, в ночь, когда дождь лил без остановки, заливая все вокруг. Альма согревала его своим телом, отдавала ему лучшие куски еды и научилась молча терпеть голод ради того, чтобы он рос. С той поры она не отходила от него ни на шаг. Она учила его отличать опасные звуки от обычных, замирать при шуме чужих шагов, не приближаться к людям с грубыми голосами и держаться подальше от машин, которые несут смерть. Их дни проходили одинаково: обход территории, поиски еды, короткий отдых в укромном уголке и снова настороженность. Вдоль старой ремонтной базы тянулся высокий металлический забор, перекошенный, местами проржавевший, но все еще крепкий. Альма всегда вела Бруно вдоль него, зная, где можно протиснуться, а где лучше обойти стороной, чтобы не пораниться. В тот день небо было тяжелым, свинцово-серым, воздух висел низко, давил на плечи, и мелкий, нудный дождь делал металл холодным и скользким. Запах еды появился внезапно, сильный, настойчивый, будто кто-то нарочно бросил его на ветер, чтобы приманить голодных животных. За забором застрял пакет с остатками пищи, и Бруно, еще слишком молодой и неопытный, чтобы понимать опасность, радостно тявкнул и пролез в узкую щель между погнутыми прутьями. Альма, не раздумывая ни секунды, рванулась за ним следом. Страх за щенка оказался сильнее врожденной осторожности. Но в последний момент ее грудь и плечи резко зажало между перекладинами. Металл впился в тело, острые, как ножи, края разодрали кожу под шерстью, и боль вспыхнула мгновенно, яркая, глухая, всепоглощающая. Она дернулась назад, потом вперед, забор заскрежетал, застонал, но не поддался. С каждым отчаянным движением давление становилось все сильнее, железо врезалось глубже. Воздух начал выходить из легких короткими, рваными толчками, сердце колотилось так, что казалось, оно вот-вот разорвется, выпрыгнет из груди. Альма застряла окончательно, не опереться лапами, не повернуть голову, ни даже чуть сдвинуться в сторону. Холодный, мокрый металл сдавливал грудную клетку, и каждый вдох превращался в мучительную борьбу за глоток воздуха. Дождь стекал по ее морде, капли заливали глаза, смешиваясь со слезами боли и отчаяния. Лапы постепенно немели, тело дрожало от напряжения и холода, а сил оставалось все меньше. Бруно оказался по другую сторону забора. Он метался вдоль него, скулил, царапал бетон когтями, пытался просунуть морду между прутьями, чтобы дотянуться до матери, лизнуть ее, успокоить. Его тонкий, отчаянный, срывающийся на визг голос отражался от пустых ангаров и возвращался эхом, словно сам огромный равнодушный город отвечал ему пустотой. Он не понимал, почему мать не может двинуться, почему она лежит так странно, почему пахнет кровью. Он старался ее ободрить, нежно вылизывая ее щеку через щель. Вдалеке показались несколько бродячих собак, они остановились, подняли головы, принюхались, уловили запах крови, боли и беспомощности. Но вместо того, чтобы приблизиться, они попятились. Древний инстинкт подсказывал им, что это место смерти, и они исчезли так же тихо, как появились, растворившись в серой пелене дождя. Время растянулось в бесконечную, вязкую ленту. Дождь все капал, монотонный и беспощадный, силы уходили с каждой секундой. Каждая попытка дернуться лишь усиливала боль, заставляя рваные края ран гореть огнем. Альма постепенно перестала бороться, поняв, что сопротивление только ускоряет конец, что железо сильнее, чем ее мышцы и кости. Она опустила голову, прижалась щекой к холодному, мокрому металлу и смотрела на Бруно тяжелым, спокойным, почти остекленевшим взглядом. В нем было принятие неизбежного и молчаливое, беззвучная просьба — жить дальше, даже если ее самой не станет. Она прощалась с ним глазами,
передавая всю свою любовь и надежду. Бруно не отходил ни на шаг, он то ложился на мокрый бетон, положив голову на лапы, то снова вскакивал, бегал вдоль забора. Его голос охрип, превратился в хриплый, едва слышный писк. Жажда жгла горло, язык распух, и он делал несколько торопливых глотков из грязной, маслянистой лужи, прежде чем опять подбежать к матери и ткнуться носом в ее окровавленную шерсть. День клонился к вечеру, серые сумерки сгущались, и казалось, что миру нет до них никакого дела, что они останутся здесь навсегда, два маленьких, забытых существа среди ржавчины и бетона. Но вдруг вдалеке, за гудками грузовиков, послышался новый ровный звук гул мотора. По разбитой дороге медленно ехал служебный фургон ремонтной службы, возвращавшийся после долгой смены. Бруно услышал звук, насторожил уши, замер на секунду, словно сомневаясь, не обманывается ли он. А затем, собрав остатки своих крошечных сил, он выбежал прямо на дорогу и встал перед машиной, маленький, мокрый, дрожащий всем телом, но упрямый, как настоящий боец. Водитель резко, с визгом тормозов, остановил фургон в нескольких сантиметрах от щенка. Второй мужчина, его напарник, выскочил наружу, выругался от неожиданности, и тут увидел, как щенок, отчаянно тявкнув, развернулся и побежал обратно к забору, все время оглядываясь и словно крича «За мной!». «Скорее!». Люди переглянулись и поняли, он зовет их, он указывает путь. Увидев Альму, ее неподвижное, зажатое между железными прутьями тело, окровавленную шерсть и мутные от боли глаза, они сразу оценили всю серьезность положения: острый край металла, угроза удушья, внутренние травмы, сломанные ребра. Мужчины действовали спокойно, без резких движений, понимая, что паника только навредит. Один из них, видимо, имевший опыт общения с животными, осторожно сделал укол легкое успокоительное, чтобы снять панику и облегчить дыхание. Затем они принесли из фургона гидравлический инструмент и начали медленно, сантиметр за сантиметром, разжимать прутья. Железо скрипело, стонало, дождь смешивался с пылью и кровью, каждая секунда тянулась бесконечно долго, но давление постепенно ослабевало. Мужчины переговаривались короткими, резкими фразами, подбадривая друг друга. Наконец тело Альмы осторожно высвободили из ловушки, и она бессильно рухнула на бок на мокрый, холодный бетон, тяжело дыша, открыв пасть, но уже ровно, без конвульсий. Бруно тут же подбежал, прижался к ней всем своим маленьким, дрожащим тельцем, уткнулся носом в ее шею, лизнул, заскулил, тихо, радостно, облегченно. Люди накрыли Альму старой рабочей курткой, чтобы согреть, дали воды из фляги, сначала каплями на язык, потом в небольшой крышечке. Они проверили дыхание, пульс, осмотрели раны и отошли на несколько шагов, наблюдая издалека, давая собаке прийти в себя. Прошло много времени, казалось, целая вечность, прежде чем Альма открыла глаза, мутные, уставшие, но живые. Она тихо вздохнула, словно возвращаясь из темноты, и слабым, едва заметным движением лизнула Бруно в ответ. Дождь почти закончился, серое небо начало светлеть, в просветах облаков показался бледный, робкий луч заката. Когда Альма смогла встать, медленно, осторожно, проверяя каждую лапу, каждый сустав, припадая на поврежденную сторону, люди аккуратно, поддерживая ее, подвели их обоих к фургону. Альма еще раз, с каким-то странным, долгим взглядом посмотрела на проклятый забор, на то место, где она едва не погибла, потом перевела глаза на Бруно и сделала шаг вперед. Фургон тронулся, унося их прочь от холодного металла, боли и одиночества туда, где впереди была не клетка из прутьев, не равнодушная пустота промзоны, а шанс на новую жизнь, в которой больше не нужно выть, чтобы тебя услышали, где есть теплый угол, миска с едой и, возможно, даже человеческая рука, которая гладит, а не отгоняет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.